地雷霆精纯，与我都是机缘。无论你是何物，是我把你圆满。停止力，可谓是道不可亡。Как Ван Линь восстановит свое физическое тело? Оно было практически полностью разрушено после стычки с Ван Юэ. Ван Линь восстановил свое физическое тело с помощью силы грома и одновременно помог жемчужине, бросающей вызов небесам, завершить совершенствование 5 элементов, благодаря чему она окончательно признала его своим хозяином. Но в тот самый момент, когда бусина, бросающая вызов небесам, достигла завершенности, внезапно появились таинственные врата неба и земли. Казалось, они хотели подавить самого Ван Линя, однако вместо того, чтобы отступить, Ван Линь решил рискнуть и войти в эти врата. Там ему предстояло впервые увидеть путь, ведущий к легендарной 3-й ступени. После того, как Ван Линь успешно извлек кость Ван Юэ, он заплатил за это ужасную цену. Его физическое тело было уничтожено, и лишь изначальный дух сумел спастись. После этого его изначальный дух бежал до самого южного региона звездного домена Лотянь. Хотя Ван Линь потерял множество магических сокровищ во время этого испытания, и даже его тело было насильно разрушено, ему все же невероятно повезло. Он получил кость, а также 3 сокровища, принадлежавшие Танлану. После того, как опасность осталась позади, Ван Линь обнаружил заброшенную планету. Он собирался очистить там кость Ван Юэ и использовать ее для восстановления своего тела. Однако эта планета была наполнена ужасающей силой грома. Изначальный дух Ван Линя уже давно превратился в древнего громового дракона. Для такого существа, если оно получало серьезные ранения, естественным инстинктом было искать место, наполненное молниями и громом. Только в подобной среде оно могло восстановиться с максимальной скоростью. Именно поэтому изначальный дух Ван Линя бессознательно привел его на эту наполненную громом планету. Ван Линь находился в уединенном совершенствовании на этой планете целых 10 лет. За это время его изначальный дух древнего громового дракона полностью восстановился. Затем настал самый важный этап – воссоздание тела. Много лет назад физическое тело Ван Линя уже однажды разрушалось. Тогда он использовал искусство древнего бога, чтобы восстановить себя. Теперь он вновь применил тот же метод. Заимствуя силу грома всей планеты, Ван Линь начал конденсировать новое физическое тело. Гром содержал чрезвычайно плотную жизненную силу, а именно она являлась самым важным элементом в процессе восстановления тела. В итоге Ван Линь потратил целых 60 лет на восстановление своего изначального духа и создание нового тела, состоящего из грома. Это новое громовое тело было сформировано из огромного количества громовой мощи и жизненной силы. Оно не только содержало ужасающую силу грома, но и идеально резонировало с громом внутри его изначального духа. Этого было достаточно, чтобы показать, насколько необычным стало новое физическое тело Ван Линя. После этого Ван Линь начал изучать 3 сокровища, полученные от Танлана. Среди них камень горы мира бессмертных и диаграмма небесного Дао были быстро очищены и освоены Ван Линем. Однако, когда он приступил к изучению последнего сокровища, короны бессмертного императора 5 элементов, произошло нечто странное. Корона начала искать в его теле энергию 5 элементов. В этот момент Ван Линь сразу вспомнил свою старшую племянницу Хунде. Тогда Хунде подарила ему голубую розу. В этой розе содержалось ее псевдотело 5 элементов. Чтобы активировать корону бессмертного императора 5 элементов, Ван Линь объединил голубую розу Хунде с короной. К сожалению, в то время он все еще не понимал, как использовать ее истинную силу. После этого Ван Линь достал жемчужину, бросающую вызов небесам. Когда бусина поглотила золотую огненную руду, находившуюся внутри кости Ван Юэ, ее металлический атрибут достиг совершенства всего за 3 месяца. Но в тот момент, когда бусина, бросающая вызов небесам, полностью завершилась, ее истинное тело высвободило древнюю ауру. Увидев это, Ван Линь немедленно капнул на бусину каплю своей крови. Неожиданно жемчужина испустила луч фиолетового света. Внутри этого света возвышались огромные фиолетовые врата. В тот миг, когда Ван Линь увидел эти врата, в его сердце внезапно возник страх. Этот страх невозможно было устранить никакими средствами. Но Ван Линь никогда не был человеком, который склонял голову перед чем-либо. Если бусина, бросающая вызов небесам, действительно хотела восстать против своего хозяина, тогда он лично уничтожил бы эту непокорную бусину. Он немедленно направил силу грома и молнии, чтобы противостоять происходящему.
Однако в этот момент фиолетовый свет возле врат превратился в руку. Она напоминала старца, который зовет ребенка домой, безмолвно приглашая Ван Линя войти внутрь. Тем не менее, Ван Линь сохранял предельную осторожность. Он не последовал чужой воле и не вошел во врата. Через некоторое время и рука, и врата исчезли. Фиолетовый свет вокруг вновь сжался, превратившись в бусину, бросающую вызов небесам. В этот момент души Ван Пина и остальных все еще находились внутри бусины. Однако вся сила 5 элементов, которую Ван Линь накопил ранее, полностью исчезла. Это странное явление еще сильнее разожгло его любопытство относительно тайн, скрытых внутри бусины, бросающей вызов небесам. Однако он не стал долго размышлять над этим. Вместо этого он оседлал громового зверя и устремился в слой разрушенных камней глубоко внутри планеты, поскольку чувствовал, что там определенно скрывается некое сокровище. И действительно, вскоре он обнаружил огромный громовой пруд. Этот громовой пруд напоминал настоящий белый громовой ад, наполненный ужасающей разрушительной силой. Достигнув предела того, что могло выдержать его тело, Ван Линь вместе с громовым зверем начал совершенствоваться внутри пруда. Также он воспользовался этой возможностью, чтобы культивировать источник грома. Однако, когда он преобразовывал входящую в тело силу грома в энергию истока, часть нечистой энергии истока внезапно потекла в бусину, бросающую вызов небесам. Сразу после этого бусина самостоятельно вылетела из пространства между его бровями. Жадно поглотив огромное количество громовой силы, бусина, бросающая вызов небесам, вновь воспроизвела сцену, которую Ван Линь уже видел раньше. Огромные врата неба и земли снова появились между небом и землей. На самом деле, когда Ван Линь впервые увидел эти гигантские врата, он уже официально стал истинным хозяином бусины, бросающей вызов небесам. Причина, по которой он бессознательно прибыл на эту планету, также заключалась в тайном руководстве самой бусины. Даже громовой пруд в этом месте был создан бусиной, бросающей вызов небесам, еще в далеком прошлом. У Ван Линя появилось чувство, что если он не войдет во врата сейчас, то упустит шанс, который выпадает лишь раз в жизни. Возможно, до конца своих дней он больше никогда не сможет прикоснуться к скрытой внутри них глубочайшей тайне. Поэтому на этот раз Ван Линь больше не колебался. Он прекрасно понимал, что врата неба и земли не появляются без причины. Они возникли уже дважды и каждый раз несли древнее давление, словно взирающее сверху на все живые существа. Это были не просто врата, скорее они являлись испытанием, призывом и, возможно, даже вызовом, подготовленным специально для него. Когда они появились впервые, Ван Линь выбрал осторожность. Он отказался входить, потому что не доверял бусине и не знал, какое ужасающее существование может ожидать его за фиолетовым светом. Но теперь все было иначе. После того, как он восстановил свое тело с помощью силы грома, после бесчисленных разрушений и возрождений, после того, как снова и снова превращал смертельную опасность в счастливую возможность, сердце Ван Линя стало еще тверже, чем прежде. Если эти врата хотели подавить его, тогда он разрушит это подавление. Если они хотели испытать его, тогда он встретит испытание лицом к лицу. А если внутри действительно скрывалась возможность увидеть более высокое царство совершенствования, тогда он собственными руками завладеет этой возможностью. Под бесконечный рев грома Ван Линь поднял голову и посмотрел на огромные врата неба и земли, стоявшие перед ним. Его взгляд оставался спокойным, но в глубине глаз горела несокрушимая воля. Он сделал шаг вперед. С этим единственным шагом весь окружающий гром словно задрожал. Бусина парила перед ним, испуская волны древнего фиолетового света, будто направляя его к судьбе, которая ожидала его бесчисленные годы. Ван Линь не отступил. Он напрямую вошел во врата неба и земли. В тот миг, когда он переступил порог, мир позади него словно был полностью отсечен. Небо, земля, гром, заброшенная планета и даже аура внешнего мира – все исчезло. Внутри его ожидало таинственное пространство, наполненное невообразимым давлением, древними тайнами и великой удачей, способной навсегда изменить его путь совершенствования. Там Ван Линь должен был получить возможность, предназначенную только для него одного. Там его совершенствование вновь совершило бы прорыв, достигнув великой завершенности стадии вознесения. Но это было не самым важным. По-настоящему важным было то, что внутри этих загадочных врат Ван Линь наконец увидит путь, который бесчисленные культиваторы могли лишь мечтать когда-нибудь увидеть. Путь за пределами обычного совершенствования. Путь за пределами ограничений второй ступени.
путь, ведущий к легендарному третьему шагу. Вот так события. Неужели скоро Ван Линь совершит прорыв? Ставьте лайк и всем пока.